Я знову залітаю, мов торнадо на цей біт. Я хіт, я непідйомний римо моноліт. Дні множу на нулі, як хвилі на балі, як виліт. Такое ощущение, что с нашим приездом в город полисменов из запаса достают их больше и больше. Надеюсь, мне показалось. З півночі я лід, я заборонний плід, я провідник як дріт, йоу. Тож дай мені майки, дай мені майки, дай мені майки. Я дам тобі драйв на бітах, всі зими літа, місцями мокрі майки прилипали, щоб тіла хитало на танцполі. Не шукай мене на сцені, я завжди танцюю в колі. Вот здесь возле гаража Димы, он же Дима, Герсет. Мы в прошлом году везли Супру на трассу, она была без тормозов, там сидел школьник сидел внутри. Я понял. Да, и чувак, который тянул на трассу, Тогда нам туда. он слишком резкий чувак, и он ехал очень быстро. И поэтому Супра ухерачила в столбы. Они с одной стороны собрали столбы, и Тогда потом с вот другой. здесь нам справа гаражи будут. Это нам Всё. туда. Значит, мы на месте, узнали по столбикам. Да. Я просто не знал, что мы в Герсету Супру притащили. Я просто знал то, что типа, ну короче, я Ты понял. думал, что это просто какие-то вонючие гаражи, да? Короче, Я компания большущая, серьезная, но, как и любое производство, мы об этом знаем, мы часто снимаем серьезное производство. Внутри все выглядит не очень красиво. Но, правда, нам лучше сейчас Дима пусть расскажет. Пусть пройдет нам Пускай экскурсию. отмазывается. Да. Вот это его Супра, на которой он тестирует коробки, которые перебирает, собирает, все такое. Оказывается, вчера вечером он ездил на коробке от Skyline. Чё? Да. 34 Skyline, да. Чё Такая это? же ставится на Супру. Офигеть. Я думаю, это расскажет Дима. Да. Наверное, этот. Не буду там говорить. На тормозные колодки у него дешевое говно. Да? Я вот такие покупал, фиолетовые, не БК. И по дороге по метромосту на работу меньше чем за месяц их стер просто в пыль, в ноль. Может, просто супергонщик, Голфар? Нет, Ты видишь, что ты идешь зимой в шортах? Вот все какие вопросы. это штаны. Ну, говорит, я типа настрелял денег на РД Запад, подари мне коробку. Я говорю, нет? Привет. Ты в том пиджаке, в котором хотел быть? Которую не надо было выкладывать, ну ладно. А там вообще не было слышно. Ну хорошо. Мы запикаем. Так же, как запикаем, что в Тюмени ездил Толя, как фамилия там, я не помню, с которым нельзя полиции. Он сегодня интервью давал полисменам, что ему так больше не будет. Господи, а ты смотри, они, полисмены, посмотрели видео и потом И встретили выебали в Толю. жопу. Вызвали, и он должен еще не наш основной, а такой. на тельчик снят. Так, мы тебе принесли эти вот, смотри, а? Печеньки. Давай. Вкусно. Всё? Оригинально. Спасибо. Да, мы созвонимся. Пока. Юра делал уборку? Да. Я думал, он умеет убирать только Супру в столб. Не стоп, а в кивет. Квет, да. А, извиняйся. ты- Какой кювет? А ты не в курсе, да? В смысле, у него еще есть достижение? Вот здесь столб ты тащил, Супер, на джипе. Ты уже забыл? Супер. Летом я дал ему тачку, и он ее въебал в кювет. Черную? Нет. Серую. У меня серая, есть еще моя личная дрифтовая Супра серая, это черная на каждый день, Там а это еще тачка Go Hard, которую мы типа строим к сезону, чтобы быть типа Go Hard. там. Чтобы дрифтовать, типа? Да нет, мы просто купили ее в такой обклейке, так там нам нахуй не нужно. Ну вроде как, парни с Go Hard денег не башляют, Ну, да и других тоже нет, поэтому в Go Hard и будем Заебись. кататься, да. лучше, чем Если у пошарпанная, нас не да? будет спонсоров, то в общем-то. Ну, То номер карты, типа, да, и мы скинем. видел? Да? Слушай, а я понял, что произошло год назад. Я Да. понял. Ты просто как настоящий перекуп. Ты ему такой, ой, да машине пиз... И Костя такой, блин, что делать? У меня же нет столько денег. Что же делать? А может ты у меня купишь? Ты такой, да вроде не нужна, ну а за сколько? И Костя Нет. такой, ну за 150. Ты Я не такой, так говорю. бля, сотка есть, все. Я говорю по-другому. Я так смотрю и говорю, ну дороже, чем за 400, я ее не возьму. И он такой, да 400 пиздец как мало. И мы начинаем считать 2 недели с этого момента, когда 400 это уже Он та позвонил. сумма, да, которая необходима. Да. Этот фин с Костей прокатывает уже неоднократно. Кайф. Клево. Можешь Марка у него забрать за пятнашку. Предложи сейчас. 15 Подожди, 2 недели 2 недели. пройдет. Кайф, кайф. Короче, что мы сделали? Ты с сумасшедший, что ли? В смысле? А что тебе Супра? Зачем? Ты что, дрифтер, что ли? Что, вообще, что ли? тачкой? Ну мы
Как-то даже стрёмно стало. Ну как бы... Не, я просто не в курсе. У тебя серая Супра есть для дрифта, ты же ездил где-то в соревнованиях участвовал? Я участвую в соревнованиях с 2009 года. Бля! Учите матчасть, да, это называется? Это уже 10 лет, блядь? Да. Ой, 11? Вице-чемпионом Уральской лиги дрифта был в 2011 году. Ну ты старый хрен, конечно. Да. Я Жесть! старый хрен. Вот. Капец. А обязательно так близко снимать? Не-не, я могу ближе. Что у тебя тут? Чё? Короче, Закид. что мы сделали с тачкой? Как ты помнишь, она была без всего, и Ну мы да. собирались с ней что-то сделать. Ну. В общем-то, за год нихуя не изменилось. Понял. А когда этот автомобиль попал ко мне в руки, мы решили, что на нем поедем в сезон. Потому что она легкая, ее не жалко въебать, потому что куплена она была не задорого. И это главный момент. Поэтому мы взяли мою боевую машину, серую, и сняли с нее мотор, Кайф. подвеску, Кайф. тормоза, чтобы Кайф. долго не собирать проект. А Ага. тот красивый кузов лето постоит. Если как бы с дрифтом на Урале ничего не вырастет, то мы Так. потом обратно все вернем. Кайф. Ну и естественно, что мы сюда принесли? Так, РБ. А, это Супра мотор? Закинули мотор, поменяли турбину, у меня была 37-й город, она здоровая и едет 4500 оборотов. Ага. Сейчас поставили 30-ку, потому что на Урале ездить на турбинах, которые спулятся после 4 вообще как бы беспонтово. Поэтому поедем вот в диапазоне с 3,5 и вверх. Да, ну вообще ездить на Вы на атмосферах ебашите? Я думал, только Костян на 1Гшку дрочит. Все, а в остальном тачка готова. Самое интересное, что на самом деле предыдущий владелец, который еще в Сургуте был, он неплохо все подготовил, сделал башбары, перенес там интеркулер, радиатор. Короче, он сделал столько подготовительных работ, что вот даже я бы, например, убирать стандартные фары, ставить вот эти линзы, проводить Да, на них да, проводку, да. делать эти башбары. Это так долго, а он все это сделал. Круто. Респект ему? Кидай Да. респект ему. вот сюда. Респект тебе, Влад. Ты красавчик. От души. Слушай, подожди, а там же были проблемы, там надо было что-то вайсфаб покупать или что? Так, у меня на серой Супре был вайсфаб, тормоза, всё это мотор, тоже было. коробка. Все, мы просто взяли и перекинули сюда. Здесь только немного сделали каркас под регламент, он немножко не соответствовал. Перегородку поставили. И вот в задней части пойдем. Пойдем. Здесь, короче, был прикол в том, что сейчас это все в процессе, да, разборки-сборки. Значит, здесь бак стоял за стойками, и тут стоял радиатор. Сейчас мы бак переносим сюда. Радиатор будет находиться здесь, а задняя часть, это же уральский дрифт. Если ты снес себе половину жопы, то главное, чтобы при этом это было загорелось? недорого. Да нет, просто недорого. Ну, в смысле, Похуй. бак не поменять ничего, как бы просто кусочек. Да просто, чтобы недорого было. Я не знаю, Всё, я понял. ты слишком глубоко в это Я понял. упираешься. Ё-моё, ну вот идите все, там вообще какой-то, Саня, ты смотри, там станок какой-то, блядь, стоит. Как на заводе, Я серьезно. даже знаю, с какого года почти он дрифтует. Я не знаю, почему. Вы не знаете. Почему? А я? потому что Go-Kart это такая уличная Слушайте, движуха, распиздала. которая никогда к нам не будет заезжать. Я и- за ним типа слежу. Алло, мы приехали! Короче, я очень давно за ним слежу. Я Алло, купил оригинальное птичье молоко. Ты приехал в прошлый раз сюда, в этот бокс, Я ты не так- знал, ты сука, кто, ни меня, блядь? ничем мы занимаемся, ты просто пришел и сказал, типа, о, тут мы с Костей, значит, Супру собираем. Я стою такой, думаю, ёбаный в рот, куда этот блогер катится вообще? Они поехали без меня, короче, смотрю, тебя отмечают. Я такой, ёб, твою ж. Думаю, Я ни вообще не хрена знал, себе, что они такое такие, «А тут гирсет, пацан коробки гирсет, собирает, блядь». Прикольно. Я такой, Да, в смысле? Охуеть, тут, смотри, эта шестеренка есть, непонятно зачем она, но, наверное, это круто вообще. В этот раз мы тебе подготовили кое-что, причем это Юрина заслуга. В очередной раз, вот слово Юра в блоге твоем должно прозвучать раз в 50. Юра. Чтобы сходу показать наши изделия, которые есть на данный момент, мы поставили тебе 2 коробки. Нет, это хуже. Значит, на данный момент у нас есть 2 коробки. Это обе прошлогодние. На этот год коробки готовятся вон там за стенкой. Сейчас мы расскажем про то, что у нас есть. Поскольку весь сервис у нас находится в гараже, здесь как бы в линию соединено 1, 2, 3, 4, 5 гаражей, то нам надо было сделать вид для общественности, потому что все равно никто не ездит, коробки только отправляют, а в случае покупают. Что у нас сервис не ебаться. Поэтому у нас фотозона. Идеально ровно, чисто. Такая же фотозона у нас в комнате со станком. Кайф. Это кулачковый ряд, 154-ю коробку. Проблема дрифтера в чем? У него нет однозначно мощной коробки, они ставят либо коробку от BMW,
Там очень много всяких переходных этих пластин, китов. Но есть ведь люди, которые не хотят придумывать какой-то комплект. У них вот есть одна коробка, они хотели бы просто ее усилить и ездить. И не надо вдаваться в эти подробности. Это поставить, как оно там будет работать и так далее. Вот моя машина, дайте мне усиленный комплект. Ну, как у тебя, знаешь, там вот Sage GZ, ты покупаешь, допустим, другой мозг, у тебя больше мощности. Вот так же, ты покупаешь ряды, у тебя нет проблемы с коробкой. Потом мы решили пойти дальше. Сделали усиленные ряды, на них катается несколько человек, в том числе Сережа Стилов. Там можно его блог посмотреть, у него там все написано по этому поводу. И сделали кулачковые ряды. Что они из себя представляют? Это очень жирные шестерни. Возможность переключать передачи без нажатия на педали на сцепление или возможность переключать передачи с полностью нажатым газом и кратковременными ударами по сцеплению. Это не секвентальная коробка. У секвентальной коробки есть какой плюс? Ты просто щелкаешь ручку вперед, назад и переключаешь передачи. Допустим, назад у тебя первая, вторая, третья, четвертая, вперед там, на понижение. Мы посчитали как? Дрифтеру не надо там 5 передач, как раллистам или кольцевикам, для того, чтобы участвовать там проехать какой-то круг там и так далее. У них в основном идет первая, вторая, третья, понижение на вторую, повышение на третью. Ну или они потом берут какой-нибудь супер короткий редуктор и типа ездят на четвертой. Но фактически это можно уже укладываться в 3 передачи. Что сделано здесь? Мы придумали вот этот шифтер, который простой как 3 рубля, но стоит при этом 11 тысяч. Простой как 3 рубля, стоит 11. Смысл его в чем? Секвентальная коробка позволяет тебе безошибочно включать передачи. Наш шифтер позволяет тебе также это делать. То есть, для того, чтобы включить первую передачу, ты должен приподнять вот этот набалдашник и втыкаешь первую передачу. Пока ты его не приподнимешь, передача заблокирована. То есть мы включили первую передачу, стоим такие на треке, загорается зеленый свет, ну или просто флагом махают, ну или, блядь, ты видишь, что никого нет, и можно ехать. То есть в зависимости от уровня соревнований, понимаешь, как бы вот эта движуха. В некоторых случаях еще телка бывает. Но это уж совсем топ какой. Туда нам не доехать. Окей. Все. Стартуешь, едешь на первой передаче. Так, я на правой рукой обычно езжу, мне вот так вот удобно. Надо бы еще, вот я вот этой рукой коробку буду держать, чтобы он не дергалась. Что происходит дальше? Как только ты набираешь скорость, там километров, первая передача на паре 3.7 позволяет разгоняться 100 км в час при 8000 оборотах. То есть это заменяет в некоторых случаях вообще 2 передачи. А вторая передача позволяет разгоняться до 160. То есть ты вообще можешь ездить на первой, второй и все. Это первый плюс вообще рядов, которые существуют. Ты меняешь скорость на каждой передаче по своему усмотрению. Итак, что происходит? Разгоняешься на первой передаче, дальше ты щелкаешь ручку назад. У тебя включается вторая передача. И вот эта проблема и отличие секвентальной коробки от обычной в том, что чтобы включить следующую передачу, у тебя переключение идет не по прямой, а уже по косой. И есть вероятность, что ты бах и попал не в третью, а в пятую. Поэтому на нашем хитром шифтере, если ты просто щелкаешь вперед, иди вот сюда, посмотри, я тебе покажу. Вот эти 2 блокирующие пластинки не позволяют воткнуть первую передачу и пятую передачу. Эти передачи можно воткнуть только когда вот эта часть поднята. Тогда ты можешь воткнуть первую. То есть суть такая, что ты включаешь первую, вторую, третью передачу, как на секвентале. Ну и четвертую, соответственно, тоже, потому что ты просто щелкаешь ее назад. Эта хуйня стоит 11 тысяч рублей. А секвентальная коробка стоит 700, блядь. Понимаешь? Я хрен знаю, зачем она нужна. А ты знаешь что? Вот она, кстати, в тему. Вот сегодня только Егор там сидит, монтирует, и чтобы отдохнуть, смотрит видосики. Ну, сейчас он сидит там. И мы смотрели с RDS GP видос, где Федя Воробьев распрямился, и ему говорят: ты чё, блядь, этот Феликс спрашивает. А он говорит: да я первую воткнул заместо третьей. А если бы он использовал твой шифтер, то он бы не откнул первую. У него BMW-шная коробка, и он ездит в RDS GP, а BMW-шная коробка, если я не ошибаюсь, стоит 15 тысяч рублей. Ну, я не знаю, зачем он ездит на такой коробке при таких бюджетах. Ну да ладно, поехали. Просто дальше. хочет. Да. Возникает здесь вопрос только один в том, что ладно, первую, вторую, третью на повышение ты воткнул, но надо же воткнуть как бы на понижение также безошибочно во вторую. Это тоже вопрос, ты же можешь включить четвертую. На этот случай, если твоя трасса предусматривает, как, например, в Сочи, что ты разгоняешься до там какой-то небической скорости, потом тебе надо жестко замедлиться, сделать разворот, то ты под этот трек ставишь другую пластинку. Что, во-первых, это из себя представляет? Вот эта пластинка за счет 2 упоров блокирует передачу первую, пятую и заднюю. То есть ты вот пятую не можешь туда воткнуть, не идет она туда.
Но кулиса, в принципе, ходит свободно между первой и второй. Мгм. Когда ты ставишь вот эту пластинку, это все делается из салона. Ты просто вот эти болтики выкрутил, эту пластинку убрал, другую поставил, прикрутил. У тебя блокируются передачи. Вот она так встает. Первая, пятая и четвертая. То есть фактически ты вот так можешь только стрелять, вторая, третья. Ну и чуть она, ты поднял на балдашник, включил первую, а дальше ты просто едешь вторая, третья, и кулиса безошибочно не может попасть в другую передачу, потому что для этого тебе надо поднимать ручку. А эта пластинка, она идет в комплекте, ты захотел, поставил, снял 5 минут из салона. Это первое решение, которое у нас есть. Это кулачковый ряд. В нем 4 передачи, первая и вторая передачи длинные, а третья передача такая же, как на стандартной 154 коробке. Что это позволяет тебе делать? Это еще один маленький финт, который, в общем-то, я для себя изобретал, но всем понравилось. В основном ты едешь на второй передаче, практически все трассы. Но если тебе надо добавить, но в основном бывает как? Ты типа едешь, и тебе вот надо добавить-то не совсем много, там, ну, 1000-1500 оборотов. То есть ты вот уже до 8 докрутил, тебе вот еще там до 10 докрутить, условно говоря, да, и нормально. Но когда ты на обычной коробке включаешь следующую передачу, у тебя так сильно просаживаются обороты, потому что они не подразумевают, что тебе надо чуть-чуть. Они подразумевают, что тебе надо там вторая до сотки, третья до 160. У нас смотри, как сделано. Вторая до 160, а третья, грубо говоря, 190. То есть в тот момент, когда ты уже на второй в дуге валишь, у тебя все здорово, но тебе надо еще чуть-чуть, ты просто толкаешь ручку вперед, и у тебя турбомотор, даже на большой турбине, он не просаживается, не пытается выпасть из турбозоны. У тебя реально просадка идет. То есть ты до 8 докрутил, у тебя бахано там 6,5, там 6 вот так упало, и ты дальше в турбозоне и поехал. А обычно как это происходит? Ты едешь на стандартной 154 или другой коробке, разгоняешься, первая, вторая, три, ну вот на второй там поливаешь, бахаешь третью, там мотор просто так, пуф, и вот начинается. Бью по сцеплению, давай, пожалуйста. Корректировочки. Здесь такого нет. Ты как ехал, а учитывая, что здесь ты можешь включать следующую передачу на кулачке. Первое, это ты вот жмешь газ в дуге, тачка едет, тебе на следующую передачу. Ты все равно как бы как педалируешь же, ты вот нажал в пол, приотпустил и так далее. В момент приотпускания ты можешь переключить передачу, не нажимая сцепление. То есть ты сам подгадываешь момент, когда ты чуть-чуть приотпустишь и отмешь следующую передачу. И второй момент, ты как держал газ в пол, приготовился толкать ручку. В этот момент, когда будешь толкать ручку, просто по сцеплению, не нажимаешь ни в пол, вот чуть-чуть буквально так тык, и все, и включаешь следующую передачу. Вот такой комплект. В этом году Юрий зацепился за идею пневматического шифтера, чтобы из корпуса 154 коробки сделать полноценный секвентал, да еще не просто секвентал, а коробку, которая сможет переключать передачи с помощью нажатия кнопки. Причем кнопка эта может находиться где угодно. То есть, ну, вот мой пример, который я хотел бы реализовать в этом сезоне, это когда кнопка понижения передачи находится у тебя на ручнике. Подлетаешь ты к какому-то участку, где надо загаситься, ты обычно дергаешь ручник, зависаешь на нем, сверху находится кнопка. Ты нажимаешь ее, в момент, когда ты только дернул ручник, чтобы загаситься, у тебя включилась уже пониженная передача. То есть тебе не надо вот этого, дернул ручник, потом, блядь, сцепление, вторая, там что-то еще, попал, не попал, ты просто подвисаешь на ручнике, нажал кнопку и открылся, поехал. Ой, ты что, блядь, сумасшедший, что ли? Оба? Ладно. Далее, значит, пневматический шифтер, переключение передач происходит при давлении воздуха в 8 атмосфер. Покажи. Надо Давайте накачать. включаем накачку. Компрессор с собой иметь не обязательно, я сразу скажу. Ну, есть один минус, да? Ребята, видите, как радушно принимают. Возможно, смотрите, тут кальян, да? Чай поставят. Попьем птичье молоко, которое мы купили с Александром. Попьем птичье молоко. Да, возможно, нам даже подарят какую-нибудь шестерню. Птичка покормит. Подаришь мне болт? Вот это я знаю, это болт. Слушай, Вот, по поводу моих знаний. если бы вы задержались еще на денечек, я мог бы из металла Пассатижи. лейбл Go Hard. Серьезно? Да. Товар. Давай пока без комментариев, просто посмотрим, что там. Мы постараемся ничего не испортить. Ладно? А сейчас у меня вот сюда стоит. Ну. Просто гляньте. Это, мать его, производство гаража. Это как на рендер ставишь и ждешь суток 20, пока Да. он зарендерит что-то большое. Жесть.
Просто жесть. Вот это Никогда не думал, уровень. что я сюда попаду. Это прям... Круто, кайфуешь? Я прям... Ура! Я 100 лет наблюдаю и смотрю, такой, вау, это круто, это круто. Сейчас я просто сижу, у меня глаза разбегаются. И тут всего-то реально 2 гаража и маленькое помещение. Что-то там парочка вроде каких-то. Ну там, наверное, просто... 2 гаража, маленькое помещение, что-то там еще. И там, где холодно. Да. Это прям... Все, устраивайтесь в Go Hard, и вы будете вместе с нами ездить. Да. Везде. По разным гаражам, дрифтерам, странам. Только нам никто не нужен. Ставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы сейчас не подписаны. Мы пошли дальше слушать про Кулачкову, Шмолочкову и все прочее, связанное с гирсетом. Это прототип. Да я понял. То есть, суть какая? В данной конструкции мы предусмотрели, чтобы этот пневматический шифтер ставился на любую коробку передач. Для этого надо было всего лишь убрать старую верхнюю часть и поставить нашу крышку. То есть нет смысла никакого, допустим, полностью там ее разбирать. Никто не хотел там вваривать в старый корпус какие-то там кронштейны и так далее. Мы придумали вот такое решение, которое сверху ставится на коробку и нигде ничему не мешает. Что происходит? Вот сейчас у нас пока нету специальной электросхемы, наверное, как платы, которая бы по одному нажатию выполнял этот алгоритм. Поэтому у нас на каждое движение есть свой рычажок. И поэтому Юра должен, как опытный пианист, вовремя нажимать правильные кнопки для того, чтобы это заработало. Но для тестов этого более чем достаточно. То есть дальше надо просто электрику написать алгоритм, дать нам платку и 2 кнопочки мы будем. И еще пневматический шифтер, поскольку это уже электросхема, будет позволять нам переключаться и делать прерывание зажигания кнопкой. То есть получается, что тебе не надо будет не отпускать газ, не чуть-чуть ударять по сцеплению. Это все будет делаться по нажатию замечательной клавиши. Вот. Так скоро киборги нас захватят, чувак. Зачем вы это делаете? В Америке Вот это начиналось, этот Skynet вонючий, это начиналось с таких, как вы. В Америке они давно это сделали. Надо уничтожить механическую руку. Выноси на. Ты сейчас будешь на мотоцикле съебываться от огромной фуры, я тебе так хочу сказать. И челка вот такая у меня будет болтаться. И дай боже, чтобы какой-нибудь кран, кировец попал в люк и перевернулся. Знаешь, тогда, может быть, ты спасешься. Я понял. Хорошо, все. Давай я тебя что-то. Юрий, Хочешь вторую передачу воткнуть, братишка? Можно просто снимать, а потом ускорить. Давай, конечно, это называется таймлапс. потому что у меня, видишь, там жесткая подсказка. А я все снимаю. Да ладно. Что надо снимать? Туда, где эти двигаются, железные Почему? Вот, детали? по идее, включение передач. У нас один раз получилось, прямо он так быстро нажал кнопки, что ну вообще незаметно, как вторая выключается, в этот момент уже третья включается. И это происходит там за очень Чуть-чуть. быстро. А что если в комплекте... Вот эта часть, машина Нет, вообще. еще быстрее. Кто-то, знаешь, там боксерчик, там это. Кто-то деньги зарабатывает, а ты перетыкаешь коробку просто как король, блин. Красава, Я слушай. в контру играл. Ну да, BB4-2. Двигался быстро. 6-01-01. Порхай как бабочка, Юр. Жаль как пчела. Короче, Кайф. смысл пневматического шифтера. Нажимаешь кнопку, передача включается. Кайф. Это Происходит круто. очень быстро. Подожди, стой, ну есть, наверное, какие-нибудь такие уже разработки в какой-нибудь там Абу-Даби, в Америке? Ну да, в Соединенных Штатах это все есть. Есть, да? И это все стоит таких денег, которые никто не готов за это платить. Понял. То есть они, допустим, просят, ну вот, тот же Samsung, мне сейчас человек позвонил вчера и говорит, что типа из-за того, что евро подорожал, Samsung 4-ступенчатый сейчас стоит 650 тысяч рублей или что-то такое. А у нас, ну вот эта коробка с нашей замечательной палкой стоит 300. И получается, Подешевле. трактор должен проезжать в этот момент. Какой-то трактор должен проезжать в этот момент. Да, круто. Поэтому Слушай, ну у тебя же тоже по тебе ударил доллар, брат, или нет? нет, наоборот, положительно. А, ты же потому что Конечно, продаешь я же здесь. иностранцам. А, подожди, стой, у тебя что-нибудь иностранное есть? Ну, станок ты уже успел купить иностранный. Да. Да. Но это вот круто. вопрос, что надо будет потом покупать, Иногда наверное, еще запчасти какие-то, один. детальки. И уже надо исходить из того, сколько будет стоить час работы. Ну да. Касательно наших коробок, ну давай еще покажем, сколько... Ну, давай что кальян из себя покурим, сколько можно, да. представляет Ну, давай, ладно. Стандартная третья передача. Давай, покажи. Идет- Сравнение для тупых, как ты мне показывал. Да. Давай Так я еще тебе раз, я забыл. показывал. Вот стандартная третья передача. Так. Чтобы у тебя ностальгия была. А вот наша третья передача, которую мы делаем.
Ведь она намного мощнее и... И жирнее. Да, И мощнее, и жирнее. и красивее еще. Кстати, полировались они вручную. Был у нас тут человек. Специальный! И он так, ты бы мог как раз, вот если он тебя стационарно снимает, он мог его 3 месяца снимать. Как-то Шестерня готова, заноси следующую. его рабочее Блин. место было. Подожди, стой. А постоянно. мне просто интересно, а как вот этот человек выбирался вообще? Вот что вы писали в резюме? Типа, дрочишь? Ты нам подойдешь. Активно дрочишь? Ладно, давай между делом. Ты можешь говорить, что это такое? Что за херня? Что происходит сейчас? Я сейчас делаю тестовые детали. Сейчас я покажу суть какую. То есть мы готовимся делать комплект новой 154 коробки, а для этого нам надо из какого-то говна сейчас повырезать примерные контуры шестеренок, которые у нас должны получиться. Так. То есть, ну вот это, по-моему, вот она ответная. И посмотреть, как они перекатываются. То есть фактически я сейчас делаю подготовительные работы для того, чтобы в марте-апреле месяце выполнять уже вот такие здоровые шестеренки на нашем станке. Подожди, то есть это еще, это еще больше шестеренки, чем на той коробке или нет? Это Или что? прямозубые. Вот видишь, прямозубые шестеренки. Так. То есть мы сейчас производим их самостоятельно. Если раньше мы заказывали у кого-то, то сейчас мы купили станок. Вот этот замечательный SCT-32 с функцией многопроходной обработки для наилучшего качества зубьев. Для того, чтобы делать это самостоятельно. Кайф. Просто было раньше много задержек и тяжело было экспериментировать. Ты даешь чертеж, например, модель 3D, они тебе спустя 3 месяца все вытачивают, и ты думаешь, вот говно. Надо изменить. А это говно Еще тебе 3 стоило месяца. 500 000, и ты такой, но 500 000. Я не выкинул И чек. начинаешь как бы что-то пытаться придумать, чтобы это хоть как-то отъездило. А сейчас мы спокойно, пожалуйста, вот. Я вырезал какой-то сраный контур, вот это у меня получше баллонка была. Все, прокатил, все это катается. Теперь я могу спокойно вырезать уже из настоящих как бы заготовок, там 20 таких шестеренок, и знаешь, что ничего с ними не произойдет. Кайф. Вот для таких вещей у нас как бы... Мы еще на коробку ставим. Да, мы ставим Да, это на ты коробку. вот это тоже, или ты можешь за этим, за Гальяном расскажешь, как ты вот это все проверяешь, когда там чинишь коробки, ставишь на свою сумку. А у нас конкурент в Владивостоке появляется, поэтому я его знаю, как рассказывать. Не, ну просто это прикольно для нас, для тупорей, вот допустим, есть такие люди, которые не особо разбираются, просто теперь что-то с на самого- тачку ставишь. А теперь с Интересно самого же? начала. Пойдем Ну, курить ну. кальян. Пойдем. Мне всегда было интересно, когда мне, кто там, Костя, наверное, рассказывал, Майборов. И мы же, понимаешь, он наш проводник Екатеринбургского вот этого вот автодвижа. Вот. А еще он красивый. Правда, сейчас разжирел, конечно, как правило. Да, ты заметил, кстати, что у него пузико появилось? Чувак, да мы по видеосвязи общались, он такой же мразный, как я. Это ужас. Я говорю, ты самый последний красивый был из всех. И сломался, блин. Я, кстати, вот его недавно в столовке видел, и такой думаю, Голым, да? А он на раздаче стоит. это лето будет не таким ярким для тебя, чувак. Короче, я про что? Костя мне говорил, что ты тестируешь коробки, которые, видимо, ты починил, да? Ты прикручиваешь их каждый раз на свою Супру или что? Так было до этого. Раньше мы каждую коробку, поскольку работаем с регионами, то есть нам отправляют, ну, с Камчатки, например, коробку. Вообще уже вся география России точно наша. Вот там сейчас гитрак от BMW стоит, он вообще из Узбекистана пришел. Кайф. Это круто. Потому что там, ну, его мы проверять, конечно, не будем, я знаю, что там за косяк. А так, да, проверяешь коробку на машине, все, проехал, видео снял, все, заебись. Спокойно отправляешь клиенту. Дальше Ну да. они там ставят, у них может быть сервис вообще супер понтовый какой-нибудь. Ставят ее через жопу, не выжимают сцепление, и при этом у них начинают все передачи хрустеть. Возникают вопросы, типа, как так вообще это произошло, вы коробку херово отремонтировали. Ну да. А фактически они там что-то не поставили. Но когда есть видос, ты им спокойно говоришь, типа, ребят, вот, коробка работает на нашей машине, на которой да. все работает, блядь. Ну да. Все у вас не работает. И такие проблемы были с Казахстаном там. Потом выясняется, что у него вот лично его ручка, которую он с коробкой не отправил для ремонта, вот там была какая-то металлическая втулка вот здесь, вот из-за нее вылетает 4-я передача. И вот всякие такие нюансы. Сцепление у кого-то косячное, у кого-то педаль полностью не выжимается. Детали Двигатель. до хрена. И у одного чувака двигатель есть такой, да, парень Вова Карпов. У него, короче, была приколюха, что мы ему коробку отремонтируем. Он говорит, ты шебуршит там что-то. Я говорю, да нихуя не шебуршит. 3 раза коробка сюда приезжала, вставала на мою машину. Каждый раз, блядь, я ему видос снимаю. Говорю, ну не шебуршит ничего, все нормально работает. У тебя Супра неправильная. Он супер. Должно шебуршать. Короче, в итоге, блядь, поменял мотор, шебуршашики пропали. Я говорю, ну вот, доехали до чего.
Надо Вот. мне извиниться. Егор, извини за бурление в видео. Сегодня, короче, еще чувак писал, мы его в сентябре ремонтировали коробку, у меня есть все фотографии, как она отремонтирована, он говорит, типа, ну, хрустят все передачи. Я говорю, ну не могут все передачи хрустеть, ну еще бы одна хотя бы, я бы понял. Ну вот все, ну дохуя сложно, короче, не может такого быть. Посмотри вот там. Он такой раз видео снял, говорит, нет, не в этом дело. Я говорю, если хочешь, отправляешь нам коробку, мы ее ставим, смотрим, сцепление твое, все полностью твой комплект. Все нормально? Или ищем причину, но не в коробке. В итоге, блядь, проходит час, он такой говорит, типа у меня автоматный Марк, мы на него поставили механику, и резинка, которая стоит на туннеле, переходная, там, переходящая, в нее упиралась там что-то ручка или не давала проходить передачник, убрала резинку, все стало работать. Ну, по крайней мере, получается как, что в диалоге со мной мы находим какие-то другие причины. Хотя Круто. фактически потратил полтос он зря на ремонт коробки. Но невозможно отправить 30-летнюю коробку, чтобы там нечего было менять. Ну да. ну Это да. как бы, он говорит, а мне еще надо, чтобы надолго. И ты такой, Ну ну да, по-любому ну полтос да. как бы Ну да, не надолго. вырастет так. Со стилом Слушай, только ну не очень. Со стилом забавно было, да. Ну, что за ситуация, расскажи. Я чуть-чуть смотрел не сильно. Так, Это был теплый весенний вечер. это был тяжелый бой. Ой, а какой бой? Короче, Тракторист будешь курить? На, Саня. Сережа обратился к нам, говорит, мне на Сильвию усиленную коробку. Я ему говорю, давай Кулачкова. У нас усиленных было всего 5 штук, и мы как бы их разработку приостановили, потому что в основном спрос был на Кулачкова. Он говорит, я усиленную хочу, мне для города. Мы такие, ну ладно, все. Отправили ему усиленную коробку, протестировали на моей машине, что все вкл-выкл, я выехал, там пизданул километр, у нас тут езди пизданул. Все, отправляю ему. И сижу и думаю, блин, ну хочется же, чтобы перед блогером с большой аудиторией там прям бахнуло, Вообще что прям, все да. нормально. Вторую коробку собираем здесь, то есть ему уже его отправили, там они что-то долго-долго собирают эту Сильвию. Мы берем вторую коробку, парень, который пальцем шлифует, вышлифовывает зубья, мы понимаем, что коробка стала тише. Отдаем зубья на станок, еще раз перепройти зубья, это очень дорого. Тяжело выставить это все. Делают это. Ставим новую машину, я выезжаю, она работает как стандартная. То есть у нас получилось сделать О. спортивную коробку, которая по шуму такая же, как стандартная. Я довольный до усрачки. Говорю, Сережа, мы тебе отправляем вторую коробку, вы там пока не поехали, ты сразу въеби ее, и вот будет вообще кайф. Он этого не сделал. Говорит, я сейчас типа на этой покатаешь, и потом будет момент, поставлю тут. Ну, он выезжает, что-то они там на стройку проехали только, и вот, и хуякс у них начинает третья, четвертая передача, третья вылетать передача. Я говорю, слушай, Сергей, я не знаю, в чем дело, но может быть мы собирали коробку-то наши ряды в ваш корпус, который вы нам прислали в мешке, и что-то там с ним не так. Ставь вторую, у тебя же она есть, все, он ставит вторую, отправляет нам эту, мы смотрим, ну, какой-то шарик залип, я думаю, ну может корпус, там хуй его поймет, что. Проходит там месяца полтора. Да нет, 2 даже, наверное. Сезон Подожди, это 2 месяца после того, как уже все такие типа Герсен говно сломалось? Да, там вот все идет, там То типа есть уже волна говна была. волна говна пошла, все, не поставили, типа как эта коробка за 200 косарей, там она, блядь, пошла по пизде и так далее. Проходит волна говна, заканчивается РДС везде. Я только вот выдыхаю, думаю, заебись. То есть это все клиенты отъездили, это значит, что до следующего года мне никто не позвонит и не скажет, что-то сломалось там или так далее. Еще РДС ГП отъездили, то есть как бы в Сибири. Там на Красноярский этап пускали всех, кто с Сибири. Я там был и проследил, что у всех именно с коробкой никаких проблем не было. То есть они отъездили. Просыпаясь с утра после последнего этапа РДС Сибири, в понедельник из Стилов, блядь, в стори, типа, вот, коробка снова пошла по пизде, снова вылетает третья передача. Вот ссылка. Ну, примерно, да, так, вот ссылка. А у меня при этом есть еще один клиент на усиленных тоже рядах. Шлеменко, что ли у него фамилия? Из Омска? Из Омска. А, который крутой который чувак. очень крутой чувак. Вот он ездит на нашей а ты про него коробке. не шути сейчас. Вот он ездит на нашей коробке. Я так аккуратненько звоню ему, говорю, привет, а как у тебя дела? Он говорит, нормально все. Я такой думаю, а сколько, говорит, ты отъездил? Он говорит, ну 1003, по-моему. Я такой думаю, ну это 1003 отъездил, а Стилов-то как бы, ну 3000 точно не отъездил. А у этого все нормально, а у того нет. С 2 коробок. И у нас все нормально. То есть как такое, несостыковка какая-то. Начинаем копаться. Начинаются такие вот все блоги, что типа разборы с коробкой, там серия в серию все. Выясняется, что ребята снимали полностью
с нашей коробки этот трипод, вот эту крышку, ручку переключения передач и ставили свою со своей какой-то коробки. Без нашего ведома. Нас вообще не уведомляли. Там, типа, Потому что в Сильвии она выходит вот тут вот. Я говорю, Дик, а может быть надо было у нас сразу заказать коробку с ручкой, которая будет выходить вот тут вот. И вопросов бы не было. Но они такие, да нет, это типа работало, в этом проблема быть не может. Мы сейчас поставим на свою стандартную коробку, раз ваши все разъебаны. И пошла их коробка по пизде тоже. Понимаешь? И в этот момент мы начали выяснять, что на самом-то деле дело-то похоже как бы не в наших двух коробках. Я говорю, а там школьники уже вот только пост. Школьник тебе хуйню написал, 15 школьников ему лайк, потом один чувак там вообще говорит, вот у Стилова мотор сломался, это после вашей коробки, потому что машина подцепила вашу екатеринбургскую дичь. Я думаю, вот это пошло. Ну и все. А как бы мы с Серегой, нормально общаемся, то есть я каждый раз говорю, как бы, там, мы без вопросов, любой косяк наш поправим, там, то есть это, в этом нету никаких проблем. А я говорю, давай сделаем следующим образом. Мы тебе поставим сейчас шифтер нормально. Я тебе высылаю коробку, свою тестовую. А это была коробка, у которой первая, вторая усиленная, третья, четвертая, вот как здесь кулачковые. Чтобы он мог, типа, как на обычной коробке ехать, а только хочет дать говна как следует, просто без сцепления хуяк с третью. То есть это обычная коробка, но у которой, блядь, боевые передачи включаются как на суперспортивной коробке, блядь, понимаешь? И все, он начал на ней ездить. Ездит и не ломается. Сейчас вот выехал, тоже не ломается. Выяснилось, что вся проблема была вот в этом шифтере. Я знал, я не знал. Как? А антиреклама, конечно, было уже много. Не, ну Серега потом как бы извинился, сказал, что типа вот. Ну, знаешь, сколько людей знает, что, блядь, коробка, допустим, говно, да, и сколько знает, что он там извинился, и такие типа, вот, коробка не говно. Это две разницы абсолютно. Ну да, уже эти А рекламы. я вот краски посмотрю, ну, когда вот интересная серия, сборка мотора, смотрю коробка ваша, я такой, о, интересно. Смотрю и знает, ну, я слежу давно за тобой и понимаю то, что, ну, не может быть говна просто. Я знаю, кто на них ездит, кому ты там продаешь, то, что у всех что Да может быть, но, грубо говоря, оно должно быть объяснимое. У всех все окей, а у него сразу раз, два, и я понимаю просто то, что, ну, не в коробке дело, ну, явно. Пустила вечно реально какая-то вот фигня такая прям вот. Ладно, подожди, мы что там? Происходит. Но мы этот момент разобрали, я считаю, закрыли. Проехали, он катается, и я даже рад, что он катается сейчас на бесшумной коробке. Говорю, бля, на бесшумной. Дальше что у нас было? Мы, соответственно, стали Я могу делать... сделать вот так. Да, конечно. Конечно. Это же Ну, GTR. вот GZ мусор. Чего это коробка? GTR 3-4. Это что, это ГТР? Ну, которая по 5 миллионов стоит. Машина или коробка? Коробка Ой. 5. Коробка 500 тысяч. Можешь ногу поставить. Вам не видно, но я поставлю громко, чтобы вы понимали, что ты она можешь на пите. конфету туда уронить. Короче, да нет, ну 500 тысяч кто-то выложил на дроме, ну так они как бы там, ну 250, наверное, стоят. То есть тут же сейчас ценник-то... Как GMX BMW. Ну ясненько, что там у тебя? У тебя еще какая-то была охуенная история. Можешь не рассказывать. Ну, мы планируем секвентальную коробку делать. У нас задача на этот год сейчас откидаться со всеми рядами, которые мы должны выпустить, вот на этом станке научиться их делать. Потому что станок мы купили в октябре. И это был такой жесткий шаг, что мы ушли со старого производства, купили свой станок, и надо было научиться на нем работать. Это дохуя делов на самом деле. Блин, То есть, какая-то знаешь, технологичная как хренотень. обычно любой пацан, ты на него смотришь и думаешь, ну, примерно так и думаешь, короче. Вот, Вот типа, табачочек. да. Дай соберу. Да, мы Это потом- типа, мы чтобы потом его забьем. вместо того, чтобы купить объектив, ты сам его производишь. Да, Такой, я хочу вот такой. ты, короче, начинаешь... Это все хорошо, но у меня сейчас кресло упали. Сколько лет вообще ты этим занимаешься коробочным делом? 4 года. 4 года. Это, кстати, очень 16, мало. 17, по-моему. 18, 19, вот 20 пошел. Это очень мало. Я при этом Я про то, что типа, извини, что я тебя перебил, в сравнении с, как, типа, прогресс и количество времени, сколько занимаешься, мне кажется, это прям охуенно. Ну, типа, мы снимаем видосы сколько? Лет 15? Не, ну ладно, активно что-то там делать по GoHard мы начали года полтора или два. Вот, а так мы снимаем это уже лет до жопы. У меня есть кореш в Москве. Они открыли агентство бракосочетания или подготовки к свадьбе, там что-то такое, короче. И первое, что они ебанули на сайте, это рекламу о том, что они празднуют, что им 5 лет.
Рили! Ай, Москва! Ай, Москва! Это Хорошо. они там такие счастливые, типа нам 5 лет там. Блин, это очень смешно. Крутая схема. Это забавно, я все время эту штуку вспоминаю. Но это если у тебя есть планы продавать что-нибудь левакам. Я переживаю здесь больше за то, что типа на одном ремонте коробок далеко не укатишься все равно. Да? Ну в том плане, Без что радиов? перспективы нет. И когда перспективы какой-то нет, ты начинаешь стухать сам по себе. Когда, допустим, мы начали что-то проектировать, у кого-то заказывать, был интерес. Когда мы сейчас купили этот станок, интереса стало так много. Вот у нас сейчас работает инженер-конструктор на постоянной основе. Раньше это были чуваки, которым ты, допустим, можешь нам спроектировать. Он такой свободное от работы время. И вот вы ебетесь, блядь, год нахуй ходите. Он там сегодня не может на этой неделе, на другую. Я надеюсь, конструктору лет 60, там Тамара Павловна. Да! Рили! Сейчас про это будет рассказ. Это- Про инженера-конструктора. давай расскажем. Инженер-конструктора тебе. Да, А по имени отчеству скажи, как зовут? Женя. Инженер-конструктор не могу звать Женя. Евгений. Евгений Владимирович. Евгений Владимирович. Суть какая? Я, значит, это вот история, которая тебе прям будет интересна. Там про говно, письки и драка какая-то есть. А это одновременно. Ладно, давай. Короче, мы набрали определенный опыт в том, то есть у нас были какие-то чертежи, как это все делается, как это работает, и как это не работает, естественно. Такого опыта у нас вообще много, как это не работает. Я понял, что для того, чтобы выйти на новый уровень, нам нужен свой инженер-конструктор, который будет вот постоянно что-то чертить. Я, допустим, говорю, вот это поменяй, он меняет. Я смотрю, подходит, не подходит. Юра притащил Юрий. 3D принтер. Юрий. И на 3D принтере мы распечатываем примерные наши макеты деталей, которые пробуем. Вот так же под пневмошифтер, между прочим. Это все на 3D принтере сделано здесь же. Значит, отдал вакансию на HeadHunter. Начал искать человека, который может, ну там, это кто такой должен быть? Он должен на производстве лет 10 поработать. Значит, у него должен быть какой-то опыт именно в шестеренках и так далее. Там что-то какие-то вялые вакансии были. Потом один чувак вообще нам сказал, что мы занимаемся греховной деятельностью, и поэтому он с нами работать не будет. Я был в ахуе от происходящего, потому Ты что... что, крестики носишь? Нет, он говорит, это автоспорт, это что-то вот адреналин, и это не то. Я думаю, нормально, нормально, короче. Нам не по пути. Ну и все. Настолько мне это остопиздило, что я решил поразбираться с этим вопросом сам. Начал в инете искать максимальную литературу по этому поводу, потому что у нас в университете вообще никто за это не шарит. У нас приходила тут толпа школьников, студентов, дипломников, магистров. Блин, такая толпа их приходила, и они все посмотрели на это и сказали, мы лучше пойдем на дизельный завод, там, под мастерем работать, чем вот полезем сюда. И я думаю, ну окей. И ищу в интернете, бах, нахожу дипломную работу, магистерскую диссертацию. Так. Значит, она касается кулачковой коробки, расчеты на этот, скажи мне, я скажу, на ВАЗ, на девятку, Работа. по-моему, что ли. Да. Магистерская. И там открываешь работу, там зацепление кулачков, как они деформируются. Я такой думаю, блядь, чувак, какая классная работа. Ты просто в интернете нашел Просто в работу. интернете нашел. Вот. Потом смотрю, написано Ульянов, ЕВ, 2017 год, и думаю, Свежачок! так, постарел. так, потом смотрю, Южноуральский государственный университет, и думаю, о, да это же рядом! Сразу же, короче, позвонил он Кудинову, он это организатор Уральской лиги дрифта в Челябинске, он еще на автотракторном факультете как раз там же и работал деканом. Потом по работе нашел его, короче, там в работе было написано, кто его там, ну, старший ведущий специалист, кто его там вел. Короче, через них всех я нашел Женю. А у Жени нет ни аккаунта ВКонтакте, как я понял, ничего. Позвонил ему, говорю, Женя, привет. А непонятно же, чем чувак занимается. Может, он уже там уехал в другой город или что-то еще там. Ну, куча вариантов за 2 года. Булочки. Пирочек. Да. Я говорю, а ты чем сейчас занимаешься? Он говорит, ну вот работал в автосервисе, сейчас чертежи делаю студентам. Я думаю, да ты сейчас еще и чертежи, блядь, делаешь. Я говорю, по телефону. ну и он, естественно, говорит, а это вы стиловую коробку делали? А это первое вообще. То Чё? есть это такая инфа, что вот, Чувак отсюда. да, все знают. Вот я там в Тагил приезжаю, там какой-нибудь отдаленный чувак говорит, это же Дима Герсет, вы же стиловую коробку делали. Я думаю, ну да, это круто. Это круто. Вот. И все, я говорю, давай будешь как бы посмотрим, что ты можешь. Он такой, я вроде как ничего особо не могу. Я говорю, ну попробуем. 2 месяца он попробовал, мы начали проектировать ряды на Жигули. У нас была задача
обмануть весь мир и сделать самые дешевые ряды, чтобы пацаны могли кататься и радоваться, и были крутые ряды для жигулистов, эти сраные коробки не ломались у них больше никогда. И вот мы начали с ним работать. Он живет в Челябинске, жил в Челябинске, 2 месяца там пожил, и потом мы его перевезли сюда, в Екатеринбург. То есть чувака я нашел по дипломной работе, предложил ему работу, и сейчас вот он у нас на постоянке работает. Капец. А это... Где его кабинет? У меня дома. В том самом третьем гараже, да? Я понял. Хорошо. А ты топишь как тот гараж? Ты супер запускаешь? Главное на выхлоп не забыть Вот батарея трубу стоит. надеть. Вот же батарея стоит. Здесь центральное отопление. Я говорю в его комнате. И на Там 2G, супер на стоит. 2GZ пока вон уже батарея стоит. Ну да. У Блин, них все есть 2GZ. это интересная история. Капец интересно. Ну, мне кажется, это Были круто. так-то идеи, да? Мне кажется, это круто, когда чувак выложил свою дипломную, и по дипломной ему позвонили, предложили работу по специализации, которую он закончил. Ну, сколько людей заканчивает там какие-то конструкторские дипломы получает, и при этом нет никакого отклика. Или, допустим, ты делаешь работу, ну, прикинь, там, ядерную ракету изобрел, а тут тебе звонят, говорят, мы заинтересованы. Давай скорее! Так в фильмах про хакеров всяких, что он там его раз и там на госслужбу взяли. Ну это круто, это знаешь о чем говорит? Это о том, говорит, что нужно делать свою работу очень круто и качественно. И есть вероятность, что тебя подметят, заметят. И ты это... Очень В маленький. автоспорте, конечно, В такое редко автоспорте бывает. это вообще дерьмо. То есть, Типа, о, талантливый пилот, но у тебя 300 подписчиков, соси писяру. А? Я даже 300 подписчиков, но это не настоящие подписчики. Это не настоящих 300 подписчиков. Это да, Сейчас я это да. поставлю угольки, Давай. потому что это нам необходимо. Ну и короче, попробовали мы сделать ряды на Жигули. Они у нас даже практически получились. Но это были тесты, и мы их благополучно въебали. Сейчас я за угольками скажу. То есть, основная проблема была в чем? Что любое производство, оно все равно тащит за собой какие-то цены. С рядами на Жигули мы решили, что мы не будем накладывать никакие конструкторские расходы, мои расходы на работу, что-то еще. Чисто расходы на жигулевские коробки были работа станка и металл и термообработка. Ну, то есть вот базовые расходы, и все равно мы посчитали, что меньше, чем в 90 тысяч мы не можем никак их произвести и продавать. Просто невозможно. Вот одна шестеренка режется, например, там 4 часа это 4000 рублей. 8 шестеренок, 8 на 4, 32. Их надо из каких-то заготовок сделать, какие-то кулачки сделать, что-то еще, помимо И до шестеренок. этого еще же Юра поработал. Ой, не Юра, а Женя. Женя что-то там Женину чертил. работу мы не считаем. А, не считаешь? Ты не Мы не платишь ему? считали. Нет, я имею в виду, что А, он у тебя на испытательном сроке. мы посчитали как? Что если мы сделаем ряды на Жигули дешево, у нас получится по максималке сделать их дешевыми, то мне достаточно будет денег за счет того, что просто станок окупается. То есть не прикладывая ничего. Но все равно на Жигули это нереально. Волшебства не существует. Да, есть мужик какой-то, который делает на Жигули ряды в Тольятти, но они берут 120 тысяч рублей. И мы хотели как раз еще попробовать Тольятти подпихнуть и сделать что-то там за 60, например. Но это невозможно. Или как бы, знаешь, делаешь какую-то неблагодарную работу, а когда люди будут покупать ряды за 60 тысяч, и вдруг там будет И они еще будут задать что-то не вопросов. так, они будут задавать 1000 вопросов, а 99% пилотов будут писать типа, я же пилот, мы сейчас мне ряды поставим, за 10 мне за 10 поставим, и тогда вас все остальные будут покупать. Но там нет ни возможности, ни скидок, ничего, это просто вот. Ну, понятно. Ну и получается что, с Жигулями у нас вопрос подвис до следующей зимы, то есть попробуем что-то упростить, получится хотя бы в 70 тысяч выйти, будем пробовать по 70 продавать. Все равно таких предложений нету. Как бы нужны будут людям, будут брать. Нет. Сейчас у меня вот из самого интересного, это в этот год я хочу полностью секвентальную коробку в своем корпусе сделать. Вот как там Samsung с TTI. С TTI была интересная история. Они сделали один брак. Ну, то есть у них тоже бывают бракованные коробки. И нам эта коробка попалась на 2 недели. Это коробка Коли Тигаева была. Все, что мы сделали за 2 недели, это мы быстро ее отремонтировали. А пока мы ее ремонтировали, у меня чертежник на фрилансе полностью ее перерисовал. То есть у нас полностью отрисованная коробка есть, для того, чтобы потом, ну, понимать какие-то элементы решения, которые там есть. И тут вот еще недавно заходил Остапов, у него тоже TTI купил себе.
И какие-то вещи, которые мы тогда не так точно промерили, у него тут же сразу давай там, он такой, парни, а у меня коробка нормальная, я говорю, да, Да все сделаем, бро. я говорю, все сделаем, только дай штангенциркулем вот тут вот пощелкать немного. Потому что все равно, если с технической точки зрения, там, теоретической подходить, вот есть там ГОСТ написано, между вот этой и этой деталью должен быть вот такой зазор. Но это уже такая вершина айсберга, которая говорит тебе, что этот зазор должен быть для того, чтобы она вот так двигалась, там, чуть-чуть, или чтобы она легко там летала. А после того, как ты все эти размеры выведешь, ты должен все шестеренки, хочешь ты это или нет, отдать в печку. В печке цементируют, калят. После того, как из печки это выходит, она немножечко так тут подвернется, там деформируется, и у тебя детали уже так не ходят. И ты должен вот это в голове заложить, чтобы, ну, вот эти допуски обеспечить. Это, к сожалению, не на книжке, не на чертеже, нигде не видно. Это видно только тогда, когда чуваки полсезона прокатаются, и вот это начинает все всплывать. Вот в этом году у нас всплыло, что детали, которые нам делали, вроде бы там вообще, ну, не шестеренки, не кулачки, а там хаб под муфтой. И делали его не на таком станке, как у нас, а похуже. В 2 раза дешевле он. И получается, они оказались косячными. Это привело к тому, что чувак, который едет на 3-й передаче, долго долбит в дрифте, потом не может ее вытащить. А я не могу это проверить. Я поставил на свою машину, вот каждую коробку перед отправкой клиенту ставим на мою машину, я выезжаю, бах-бах-бах, проездил, там одну дугу у нас есть где провалить, но она все равно, это не трасса, которую ты 3-й передаче долбишь. И вот в этот момент мы раз и понимаем, что, блядь, на 4 коробках у нас 3-я передача, если ты долбишь на ней там 30-40 секунд, ты ее можешь уже не вытащить обратно, а вытащишь, ты какая коробку снимешь, ну то есть пиздец. Мы не против всем все переделать, я об этом всем сказал, мы все сделаем, ну как бы это же не летом, это надо там купить металл там, блядь, оттермичить, потом, ну это, сделать заготовку, из заготовки чистовую деталь оттермичить, потом еще всем поставить, это нереально, короче, это затягивается на месяца. И все, решением было следующее, не хуярьте больше 30 секунд. Ну, фактически, знаешь, как это? И это про канал. Ты в инструкцию написал это. Потому что он, получается, трассу проезжает на 3-й передаче, дальше они обычно не вытаскивали, и она у них там через какое-то время подклинивала. А когда он сразу же после заезда ее вытаскивал, все нормально. В Красноярске я приехал на ГПшный этап, у меня было с собой 4 коробки, и получается, я всем сказал, парни, какой-то косяк, давайте сразу же меняем коробку, вы поехали, чтобы у вас тормозов не было. И получается, я вот Артуру Волчанскому поменял коробку, все остальные сказали, да заебись, все нормально работает. Нахуй приехал. Знаешь, а я там на Короле, блядь, долбил 2,5, думаю, вот там переживал, там думаю, как же там. В итоге все отъездили. Крутяк. Работа интересная. Вот она пиздец не скучная. То есть, ты когда просто, допустим, сделал чертежи, или когда начинаешь что-то проектировать, вы начинаете думать над каждой деталью, как ее сделать там. Одно дело, когда у тебя производство чужое, ты просто думаешь, вот я хочу вот так вот. А другое дело, когда, допустим, ты должен сам производить, и у тебя возникает куча других вопросов. Ты должен выбрать металл, потом выбрать, как ты это будешь, ты это даже понимаешь, что под каждый станок, короче, выясняется, что должна быть деталь своего размера. Но если по-простому. Вы поставили лайк уже или нет? Если не поставили лайк, то нажимайте этот лайк, это палец вверх. И нет, вверх. Туда. Вот нам надо отсюда, например, вырезать шестеренку. Вот мы взяли детальку, начали резать шестеренку. А потом выяснилось, что для того, чтобы резать на нашем станке эту шестеренку, надо не разрушать вот этот контур и делать вот такие дырочки. То есть ты в дырочку проволоку поставил, она пошла резать. До сюда дорезала, потом ты переставил вот сюда проволочку, вот так вырезал. Иначе металл поведет и получится хуйня. То есть надо было заготовки брать, сука, на размер больше. Сразу же, чтобы эти дырочки не вот такие. Много. А я уже, конечно, я уже заказал, мы уже наточили. Ну и короче, вот с этими проблемами ты начинаешь сталкиваться. Ну а когда сталкиваться? Ты заказал металл, люди тебе выточили. Сейчас, подожди. После того, как тебе вытащили, тебе отдают, и ты начинаешь выкручиваться. Потому что люди-то все ждут, они, для них-то это что? Вы ряды сделайте послезавтра их. Ты думаешь, металл ты заказал, он через неделю приходит, ты говоришь, металл пришел. Они такие, ну заебись. А металл как приходит? Это вот такая палка металлическая, пруток такой, длинный. Его надо сначала нарезать. Они говорят, ну пила сейчас занята.
Неделю ты заказал металл, он пришел, пила занята. Пила на 4-й день освобождается. Они все, чертежи отдали, на 6-й день начали пилить. Это вот просто вот так вот. Пэм. Дальше ты должен взять 200 килограмм металлолома. Ты руками. Это не вот не как там в игре. Ты нажал кнопку и все произошло. Ты берешь руками этот металл. И дальше тебе надо положить его в печку. Ну, допустим, это отжиг процедура называется. Для того, чтобы он нагрелся до температуры 880 градусов, пролежал там при этой температуре 2,5 часа. А когда он в печке остудится до 550, вытащить это на улицу все. И это 200 килограмм. Ну там как в духовку вот так загружается, выгружается и все, и остывает дальше. Но это же надо проследить за этим. Потом ты 250 килограмм. Юрий, ты помнишь, мы тебя хвалили? Вот. Потом ты берешь эти 250 килограмм, приводишь на завод, вот так вот перегружаешься, охуевший, потому что это тяжело оказывается, да. И они тебе говорят, типа, ну вы в печке подержали, а ничего у вас такие черные все, вы идите, отпескоструйте их. Ты берешь 250 килограмм, перегружаешь обратно в корову, ебошишь, блядь, в пескоструйку, тебе пескоструют их, ну парень там помогает загрузить обратно, ты везешь, говоришь, вот детали, они такие типа... Мы закрываем. Ну да, Егор заболел. Егор заболел. Он не может, да. Егор заболел, будет в понедельник. В понедельник Егор выходит, ну, в понедельнику столько дел копилось, что вот ваши шестеренки, ну, вот сейчас вообще никак не сделать. Думаешь, ну, пиздец. В четверг Антон уходит в отпуск, блядь, на неделю. Ты такой думаешь, так мне надо, ну, вот так же на 15 минут. Они такие, ну, как 15 минут, на полсмены. А тут знаешь, сколько таких, кто на полсмены? Ты думаешь, блин, ну, ладно. Это причем даже по знакомству, если все, то есть это без разницы. Если не по знакомству, то это вообще на год затягивается. Какая-то простейшая херня. Ладно. Вроде как здесь ты, все, у тебя получились тяжелым трудом заработанные заготовки, которые это просто еще металлические блины. Это даже еще не получилась готовая шестеренка. После того, как ты... У меня термист есть. То есть термист это девушка Ангелина, она работает на фрилансе. Я ей звоню, говорю, вот нам к этому металлу надо такую-то термообработку, пропишите процесс. Она пишет по каждой детали. Я в эту хуйню вникаю. Проблема в том, что когда ты приносишь это на завод, они говорят, не, мы по такому процессу не делаем, мы вот по-другому делаем. Звонишь Ангелине, говоришь, типа, они по-другому делают. А я как бы, да! И вот у вас начинается это туда-сюда тащить. Помимо этого, я тебе скажу, что сам металл, который приходит, к нему есть сертификаты. И ты вроде как думаешь, ну вот мы утвердили, и там раз какая-то новая фраза возникает. У этого именно прутка центральная пористость 1 балл. Ты такой, чё? Они говорят, ну это как шоколад Виспа, понимаете, внутри вот пузырьки воздуха. Ты такой, Ангелина, и вот у вас начинается и так в каждом моменте. После того, как ты все-таки нарезал эту сраную шестеренку, ты должен... у нас тут станок еще косячил 2 месяца. Но он новый. Ну просто они говорят, типа у нас никогда не было такого, чтобы человек, который покупает за свои бабки станок, сам на нем работал, еще сам хотел от него результат. Обычно как? Вот как с вашими хабами получилось. Мы кому-то продали год назад, и они кому-то точат, кто кому-то отдали, и вообще пятые лица этим пользуются, и потом как бы не понять, это станок хуёвый или термообработка хуёвая была, то есть вообще как бы не найти концов. И никто не ищет, а вы тут за 5 лет такой появились, которому и купил станок, и на нем работает, и потом еще типа проверяет, что в нем что-то не так и требует. В итоге 2 раза к нам приезжал наладчик станка, и вернули нам расходников на 50 тысяч. Кайф. Вот. Так что... Брат, Да хуя слишком техническая информация. теперь я понимаю, почему это стоит этих бабок. Почему он лысый? Потому что... Почему он лысый? И сединой, наверное, где-то. Но я Это же... капец какой сложный Но я же процесс. еще не закончил. Это капец... Ты еще хочешь рассказать какие-то Да, Давай, конечно. брат. Короче, возьмем эту деталь первичный вал, она ставится в мотор. То есть в ней возникает куча вопросов в том, что после термической обработки она вся такая черная. Но из-за того, что она длинная, и вот здесь у нее толстая часть, а здесь узкая, ее может повести. То есть вот эта часть будет так вот загнется, например, и ты потом, ну, ты не можешь ее сразу в мотор поставить. Ее в печку положили, из печки вернули, вот она черная, вы снова несете на пескоструйку, снова пескоструйте, чтобы она чистенькая была. И после этого на ней начинают протачивать размеры, в которых стоят подшипники. 1, 2, 3. И получается, что вот на такой немножко гнутой длине они должны вывести относительно зубьев вот этот размер, вот этот и вот этот размер. Это финишная уже процедура, после которой ты изделие, которое ты начертил, которое ты в голове продумал, а у меня до этого в жизни никогда не было
Я не ездил ни у кого, ни на кулачковой коробке, ни на чем. То есть первая коробка кулачковая, на которой я поездил, была моя. Да, вот такая херня. Ни один дрифтер нам не дал секвентальную коробку, даже не в сезон, для того, чтобы мы просто ее посмотрели. Никто. То есть я задавал такие вопросы, предлагал даже там косарей 40, просто за то, чтобы нам на 2 недельки дали посмотреть, поразбирать. Ну, либо все как бы переживают за то, что мы там хуево разберем, соберем, там, или что-то еще. Никому особо это не интересно. И, допустим, ты можешь столкнуться вообще с такой вещью, что мы вот эту болванку заказываем, да, вот на Жигули. Все, мы говорим, мы шестеренку сами нарезаем, так, металл, вы нам, пожалуйста, вот здесь кулачки нарежьте, и вот здесь эти шлицы. Все идет своим чередом, они, естественно, фактически начинают модель смотреть уже, которую надо выпиливать, когда болванка есть, когда все есть. И такие, бля, ну эти шлицы не сделать. И все. На Жигулях это привело к тому, что мы брали вот такие болванки. Из них на нашем станке, он же может вырезать все что угодно, вырезали носики с одних болванок, а с других вырезали здесь ответную шлицевую часть. И делали из двух один вал. И всем похуй, я тебе так скажу. Никто не вникает в эти Никому это ебучие 40 минут речи, которые вы тут или сколько, никто не вникает. Дальше к тебе задают вопросы. А это будет держать 1000 лошадиных сил, например? Ну, образно говоря, 1000, потому что реально все спрашивают там 800. А проблема в том, что все пиздят. Ну, то есть, ты вот кого не спросишь же, да, сколько у тебя лошадиных сил? Он говорит, 800. Ну, и уже нихуя не 800, Никто, понимаешь, да, в чем никто дело? не заберет. И если раньше мы, допустим, у меня супруг проверили на Типа стенде, они сил 200 добавляют, чтобы на всякий случай Так. ты лучше работу сделать. показания вот эти с мотора, лошадей, они у всех так разнятся, и ни для кого не секрет, что если один чувак на одном стенде у него показало, допустим, 700 лошадиных сил, то не факт, что на втором стенде у него будет 700 Да ну. лошадиных сил. То есть станка от стенда зависит? Что ли? там по-разному. Во-первых, кто-то использует суперкоммерческий ход, есть же у тебя мощность на колесах, и они потом рассчитывают мощность на моторе. Кто-то вот высчитывает как Киомару погрешность, например, у них там 7% там, или 12%, и вот говорят, там у тебя 620 на колесе, 680 на маховике. Вот у меня на SR было 406 на колесе, 430 на маховике. А кто-то просто говорит, плюс 20%. То есть тебе фактически намерили 700, а говорят, что у тебя 850, так ровнее же будет. И все, ты ходишь довольный, говоришь, что у тебя 850. Потом человек ездит и говорит, что у него 850, а фактически у него этого нет. А вопросы тебе задают, а ваш ряд держит 900? Потому что настраиваться-то будут на 900, ясен пень. И ты должен как бы... Сказать да, и чтобы оно сработало. да. А самый прикол, что по всем расчетам шестерни коробки передач не выдерживают 800 лошадиных сил. Упс. Потому что это вообще первый вопрос был. Меня конструкторы 4 года назад спрашивают, на какую мощность считаем? Я говорю, косарь момента считаем, или там 800. Он такой, при таких размерах шестеренки она не будет держать. Там прикол в том, что обычная пара шестеренок, ну как все же считают по книжкам, то есть надо, вот в институте, надо рассчитать пару шестеренок. Ты там закладываешь там 10 тысяч часов, должна проработать. Он говорит, а сколько должна проработать шестеренка? Я говорю, ну шестерни первой передачи, ну час. Он такой, почему час? Ну разгон от 0 до сотки в среднем 5 секунд. Сколько раз от 0 до сотки за час ты успеешь разогнаться? И вот получается, что ты на каждую передачу должен дать какие-то параметры, от которых нет никакой литературы по спортивным коробкам. И фактически то, что вы насчитали, это относительно, что вот эта пара будет держать ориентировочно 600, например, в течение 10 часов. А эта пара будет держать 605. Ты выбираешь, которая 605, например. Да? Через 10 часов у нее начинаются здесь какие-то потертости появляются и так далее. Но если вот мы взяли TTI, например, да там потертости дохуя. Понимаешь? А при этом шестеренка, если у нас 30 мм вот на этой коробке, то у TTI она 20, 50% меньше. Все ездят на TTI. Ну сколько РДС топ-пилотов, у которых 800 лошадиных сил, ездят на TTI, и все у них при этом нормально. То есть фактически... Ну там бренд типа решает, видимо. Как сопоставить я к тому, что расчеты на бумаге с фактической эксплуатацией. Конечно, ты смотришь на эти шестерни и думаешь, бля, ну если у них держат, ну у нас по-любому должно... Ну давайте заложим еще плюс 5 мм, у нас по-любому, короче, будет держать. Ездит на бренде. Кто-то сказал, что надо TTI покупать, все, они нахуй побежали сразу все TTI покупать. Samsung я не видел. Вот сколько у нас их в России нет, есть, я ни одного не получилось мне потрогать. А только там у Ильи Федорова, он, например, снимает в Красноярске, Samsung что-то не делает, это такой. А у тебя специальная корпус. подзорная труба есть? Да, я примерно туда как бы так подглядываю. А еще у нас единственный
инструмент из мира вот этой трансмиссионной фантастики. Это в Америке есть чувак, который делал обзоры выставок PRI Motor Show 2014 года. Я, сука, его раз 8 пересмотрел. Мы садимся втроем. На Я, Space, Юра, да, Женя, нажимаешь? Модек Space, нажимаем такие типа, а вот это что, вот это как там? И у нас, возникают вопросы. Здесь плюс миллиметр заложить или минус миллиметр. И вот мы за это все боремся. А эти миллиметры приводят к тому, что у тебя шестеренка получается либо 20 миллиметров, либо, допустим, 25 миллиметров, либо 30. Но прикол в том, что 30 это на 20% больше, чем 25. А это значит, что если у тебя одна шестерня держала 600, то 30 миллиметровая она будет держать 720, например, понимаешь? И это как бы важно. Вот в таких вот вещах. Короче, нюансов много. Учитывая, что мы постоянно беремся из одного, пытаемся что-то сделать другое, самое сложное это вот когда ты в текущий корпус пытаешься залезть. То есть у тебя уже есть размеры, и ты должен как-то в них все запихать. Потому что когда ты проектируешь свою коробку, тебе вообще похуй. Да. Ты захотел сделать шестеренки по 35 миллиметров, тебе насрать абсолютно, тебе не важно. Что мы сейчас в этом году делаем для вот этой коробки? То есть я решил, что надо здесь сделать самый топ, как бы собрать все решения, которые есть, для того, чтобы эта коробка была и самой дешевой в эксплуатации, и как бы максимально неубиваемой. На данный момент вот нижний вал коробки, он сборный. Где-то у меня есть. Вот такой. Их тут дохуя всяких. То есть, получается, что порвал эту шестеренку, вал целиком выкидываешь. Мы решили сделать, что в этом году у нас будут все шестеренки насадные. Порвал третью передачу, снял третью передачу, поставил новую. То есть они на шлицах заезжают, выезжают. Также с кулачками. Ну да, вот типа вот такой вот, у нас тестовые варианты есть. Также с кулачками. Надо какую-нибудь кулачковую шестеренку взять. Ну вот первая передача советую. Кстати, полированная вручную. Видишь, она В блестит? смысле, иначе никак, типа, не бывает такого станка, который полирует. Да, он 10 миллионов стоит. Еба! 10 миллионов. А чувака зарплата 20, правильно? 600 рублей шестеренка, это 750. Он нормально, он стоял, тер пальцем вот так вот. Ай, жестко. И смотрел, Да проще могилу копать. и смотрел видосы, как проходит игру на выживание, на которой надо выживать там 300 дней. Поэтому у него все было нормально. Да. Вот курит сидит, да? Да, он такой, Жесть. так, встретили медведя, с ружьем надо его атаковать. И там А прикинь, сколько он знает, больше, чем все. По поводу шлифовального станка. Есть специальный станок, который шлифует эти зубья, чтобы это делать в автоматическом крутом режиме. Но проблема в том, что когда ты покупаешь станок за 10 миллионов, во-первых, просто для какой-то одной финишной процедуры, это вообще не вкладывается в бюджет вашего всего тут строительства. Это во-первых. Во-вторых, получается, что ты ему говоришь, ты купил этот станок или какое-то есть предприятие охуенное, которое там тракторные коробки делает или что-то еще. То есть у них есть это оборудование. Ты говоришь, здравствуйте. У нас была такая ситуация с GTR 35, мы думали на него делать, но там без шлифовки никак и не обойтись, потому что GTR-воды им по-любому надо, чтобы коробка бесшумная была. Если она будет гудеть, нахуй она им нужна. Дрифтерам как бы не так это важно. И суть-то какая, они говорят, сколько у вас штук? И ты понимаешь, что ты не можешь сказать слово меньше, чем 1000. Ты должен сказать 1000 шестеренок первой передачи, например, только одной. То есть надо сделать 1000 комплектов на GTR, чтобы хоть кому-то было интересно с тобой работать. 500, там, я не знаю, а мы делаем 20. И ты скажешь, 20 вот этих вот хуй. Просто. Можно на этой неделе сделать, да? Да, на этой, сейчас причем. Вы как бы вот это вы отложите всю свою залупу, нам сейчас надо сделать. А если не получится, мы потом еще вот это подкорректируем, вы не против? Только ты звонишь сначала девушке переключает еще на кого-то, еще кто-то переключает еще на кого-то, потом, чтобы выставить счет, переходишь, конечно, жопа какая-то, бесполезно. А чувак, вот он здесь сейчас, понимаешь, он делает, Главное, как бы что он делает. любит сериалы и все. Позитивная завершающая штука. Если человек хочет чем-то заниматься, и он при этом сидит у себя в гараже, или просто у него нет денег, и он такой думает, блядь, там это все вообще невозможно. Там вот как соперничать с какими-то тюнинговыми компаниями, которые за границей, да и просто поставить себе какую-то цель и потихонечку начинать к ней идти. Если ты упорный человек, то у тебя это все получится. Может быть, не за год, не за два, и минусы будут, конечно, катастрофические, но зато ты будешь единственным человеком, кто в этом всем разбирается. И потом сможешь на этом зарабатывать. А зарабатывать на своем деле, в котором ты разбираешься, это гораздо пизже, чем просто сидеть и пиздеть на форуме.
Вот что я бы хотел... Сосите, хейтеры. Вот я бы что хотел сказать, да. Все, большое спасибо тебе за милую беседу. За то, что ты нас принял. Накормил чаем, рассказал очень много информации, которую мне надо еще раз 16 посмотреть. Потом я только пойму, что значит съемная шестерня, это, которая ходит по полосочкам, правильно? Самое интересное... Погоди, сейчас. Чё, ты, давай, Самое интересное, что вы не сказали тебе ни одного, блядь, технического момента, который хоть как-то является нашей, хоть какой-то коммерческой тайной во всем этом разговоре. Хорошо, потому что иначе я бы посидел до конца. Все, большое спасибо, что вы смотрели видос. Костя, спасибо, что ты не перебивал. Юра, мне сказали, что надо говорить твое имя очень часто. Да. Юра, да, Юра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Герсет. Он сторис даже выкладывает часто. Подписывайтесь, что-то там. Хейтите. Да, шутки какие-то пишет, старается чувачок, чтобы вам было интересно, чтобы вы сидели дома, ковыряли в носу и развлекались с помощью наших соцсетей, правильно? Ну, Это ты же ли весело. сейчас не съебываешь, мы сейчас еще попьем чай или ты прям Да, мы сваливаешь? попьем чай. Все, бай-бай, маши рукой. А еще, извините, что мы не записывали все это на петличке нормально, не ставили свет. А я думал, это ты просто это все не стихийно. записывал. Да, это была стихийная хрень, но я думаю, что для вас это было интересно. Салам алейкум, пока, всем.